Valar Morghulis, друзья! Следующая серия Игры Престолов выходит аж через неделю, и чтобы хоть как-то облегчить ее ожидания и узнать, что нас ожидает, человек сделает покадровый разбор промо-ролика к 6-му эпизоду 7-го сезона Игры Престолов. Прежде чем перейти к разбору, хочу порекомендовать вам сайт dravatar.com. Там вы можете заказать себе портрет в одном из множества стилей. Вику Кисимяку, например, нарисовали в стиле Затанны. А вам никто не запрещает стать Джоном Сноу либо Матерью Драконов. У ребят очень адекватные цены, во время работы предоставляются скетчи. Можно заказать арт на холсте, все портреты уникальны, подойдут как на аватарку, так и на подарок. По ссылке в описании можно узнать обо всем подробнее. Промо начинается с кадров из-за стены. Мы слышим слова Берика Дондериона. Он говорит: «Смерть – это враг, первый и последний, он всегда побеждает, и мы все равно должны сражаться с ним». Он, скорее всего, имеет в виду Короля Ночи и о вечной борьбе между Владыкой Света и Великим Иным. Если судить по количеству выделенного времени в промо, то можно предположить, что следующая серия в большинстве своем будет посвящена вылазке отряда Джона, в кругах фанатов уже прозванного отрядом самоубийц, на миссию по захвату одного из мертвецов для предоставления его в качестве доказательств существования иных. Кадры из промо позволяют составить приблизительную картину того, как же будут развиваться события за стеной. Вначале наши герои покидают Восточный дозор и все дальше продвигаются по заснеженным просторам Застенья, которые нам покажут во всей красе. Некоторые из членов отряда впервые находятся за стеной, и мы увидим их впечатления от этого прекрасного края. Затем в один момент появляется армия мертвых. Наши герои, скорее всего, не надеялись, что наткнутся на такое большое количество вихтов, и им ничего не остается, кроме того, как бежать, что они и сделают. Как мы можем увидеть в одном из кадров трейлера ко всему сезону, они остановятся на возвышении, где им будет удобнее держать оборону. С приближением иных идет белый хлад. Это туман, ветер, снег и мороз, и он придет в следующей серии. Наш так называемый отряд самоубийц будет прекрасно держать оборону, все герои проявят себя по максимуму. Джон, как единственный обладатель меча из валерийской стали, будет драться с одним из иных. Как мы знаем, у него уже есть опыт в этом деле. Берик Дондерион будет использовать трюк с пылающим мечом, что будет выглядеть очень эффектно, особенно когда он начнет рубить им мертвецов. Джендри покажет свой навык владения боевым молотом, и судя из того, что мы уже видели, он не так уж и плох. Если бы Роберт был жив, то он однозначно бы гордился таким сыном. Пес тоже не будет отставать и будет трощить черепа мертвецов своими мощными ударами. Остальные же члены отряда также, скорее всего, покажут максимум своих умений, но этих кадров нам не показали в промо. Стоит обратить внимание, что на кадре, когда пес разбивает череп мертвецу, можно заметить, что делает он это молотом Джендри. Этот факт немного настораживает. Неужели Джендри будет убит, и пес заберет его молот? Еще как вариант можно предположить, что Джендри либо ранен, либо помогает кому-то раненому, и Сандер Клиган временно использует его оружие. Будет очень печально, если спустя столько времени Джендри вернули в сюжет только ради того, чтобы он умер в схватке с мертвецами за стеной. Кадры с трейлера всего 7-го сезона дополняют общую картину предстоящей схватки. На одном из кадров мы видим Джона в окружении вихтов, а на фоне виден огонь. Из ранее увиденных нами кадров можно сделать вывод, что отряд Джона не разжигал и не подготавливал никаких костров. И это наводит на мысли, что этот огонь – это работа Дрогана или одного из других драконов Дейенерис. В предыдущих сериях нам показали, как Джон и Дейенерис понемногу сблизились, и будет вполне логично, если она каким-то образом попытается прийти им на помощь. В итоге, в конце битвы, всадник, похожий на Джона Сноу, ускачет куда-то вдаль. Можно предположить, что его спасет дядя Бенджин, уже спасавший ранее Брана, ведь у него есть лошадь, а ни у кого из отряда Джона ее не было. Что до остального отряда, то их судьба неизвестна. Возможно, их спасет Дейенерис, и они все улетят на драконе. Возможно, она просто будет прикрывать их огнем, и они удачно отступят. Либо же их ожидает погибель. Ну, по крайней мере, некоторых из них. На одном из кадров промо нам показали, как кто-то через ворота в Восточном дозоре пересекает стену. Отряд Джона пересек ее еще в 5-й серии, значит, это не они. Плюс ни у кого из них не было щита, а у одного из людей на данном кадре он есть. Можно предположить, что эти люди выдвигаются на поиски либо на помощь к нашим героям. Джону и его спутникам повстречается и его старый знакомый, Король Ночи. Правда, непонятно, встретятся ли они лицом к лицу и на каком это будет расстоянии. Король Ночи, кстати, как всегда шикарен. Строгий, сильный, уверенный в себе и непоколебимый. Иногда на несколько секунд даже посещают мысли, чтобы в Игре Престолов болеть не за живых, а за него.
В промо показали всего лишь один фрагмент с Дейенерис, и по нему тяжело строить какие-то догадки. Она с Тирионом в комнате с расписным столом задумчиво смотрит вдаль. Скорее всего, Тирион дает ей какой-то совет, и она решает, принимать его или нет. Возможно, даже идет речь о том, лететь ли на помощь к Джону или нет. Во время кадров с Винтерфелла мы слышим голос Арии. Она говорит: «Ты испугалась, не так ли? Чего ты испугалась?» В 5-й серии нам показали, как Мизинец наконец-то проявил себя. Он продолжает придерживаться своего принципа «Хаос – это лестница» и пытается настроить сестер друг против друга, используя тот факт, что они еще с детства никогда не находили общего языка. Кадры с промо, скорее всего, являются продолжением этой игры Мизинца. Ария, возможно, следила за Сансой, и в какой-то момент та себя выдала, и Санса испугалась. Также, возможно, они обсуждают письмо, что Ария как бы случайно нашла у Мизинца. Санса объясняла сестре, что испугалась, и была вынуждена написать все, что ей диктовали. Найдут ли общий язык сестры Старк, увидим в следующей серии. А если вспомнить речь Сансы из трейлера о том, что волк-одиночка зимой помирает, а стая живет, то можно даже не сомневаться, что найдут. А чего вы ждете от 6-й серии? Делитесь своим мнением о том, выживет ли Джендри, и о других интересных вам моментах в комментариях. Если вам понравилось видео, то поддержите его, поставив большой палец вверх, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!